Ребят, всем привет! Это первый влог с чемпионата Star Ladder Star Series 5-го сезона. Сегодня мы играем с командой VG Flash Gaming. После неудачного начала и поражения против команды Тайлу 2-0 у нас есть шанс реабилитироваться, чем мы сейчас и займемся. О, это ж наши эти. Это же для нашего, да? Наше телевидение. Наш ютубер. Привет. Привет, Нави. Здорово, красавчик. Здорово, красавчик. Скажи, как вы сумели? Успели восстановиться или нет? Как вообще силы ваши? Да вот не знаю. Честно, вообще вот не знаю, успели или нет. Вот на этом турнире будет видно. Но немножко. Я лично немножко успел. Особого отдыха не было. Мы пытались найти какие-то разные способы, чтобы наладить режим. В итоге сегодня заснули вот в 4 примерно ночи. Не знаю, после Америки всегда трудно приходить в себя. Мы специально для этого сделали перерыв. Мы тренировались всего 2 дня из прошедшей недели. Понятно, что мы сейчас не в оптимальной своей форме. То есть мы готовы далеко не на максимум. И первые игры будут довольно-таки трудными для нас. Этот турнир как раз хорош тем, что можно в процессе набрать форму. Тут много Best of 3, более, скажем так, более продуктивного формата турниров нету. Ты играешь очень много матчей, и то есть наша задача набрать форму к плей-офф. То есть выйти в плей-офф, независимо там с какого места выйти, и дальше уже быть в хорошей форме. Егор и Эль играют 2 набора. Егор идет, значит, в яму, дает по 250. Саша, который идет в ковры, ты даешь смок джангл. С ямы. Да, флешку через верх. Делаешь смок, кидаешь практически сразу. Мы бежим на мидл троем, ты кидаешь молотов в окно и кидаешь смок зиг. И прикрываешь там зиг, а мы вдвоем с Ваней с Рашем Я буду бежать по 7, переставать перед домом, если что, в окно запрыгивать. Да? Пойди с ямы дай. Сможешь? Давай я ему дам по 250, Накинь сам себе флешку. Давай, Саня. Ладно, этот смог на самом деле не принципиальный. Можем вообще его не давать, не знаю. Можем с Ваней забежать и убить этот джангл. Давай мы его забежим и убьем. Нет, давайте, парни, вы слышите? По плану, все. Нет, давайте я дам смог, Егор пойдет в ковры с блоком, я возьму 2 По флешки. сути, Или сам не себе будет 50. плохо, если мы убьем 250 из ковров джангл. нормально, потому что единица будет пикать. Миш, мы можем убить джангл? Все та же команда, все с тем же скиллом, с тем же скиллом, с теми же целями. Все хорошо. Работаем как раз. Давайте, надо включаться с первой игры. Поехали. Вижу цель! Не вижу препятствий! Яма. Верим. Дают пока окно. Верим, вышли, зашли. Пошло. Окно.
Всегда, когда, я одеваю на футболку, меня другие репортеры там с ТВ не фоткают. Только я одел простую футболку, шел на лысый, что на выезд сразу. Это же их задание. Говорят, как только Элик без формы, да, то фоткайте и вы. Жека, когда вы уже будете разрешать играть один раз без формы вместе? Гуччи. Ну прикинь, ну как-то одеться. Ну раз в Гуччи можно? После неудачного начала с командой Тейлу, где мы проиграли 2-0, нас ждет матч против команды VG Flash Gaming. Это также китайцы. Понаблюдаем за этим матчем. Ребята, эксклюзивный контент до 13 лет. Дениса Шарипова. Не, у меня не было такого. Это Был никнейм, честное слово, он только что это сказал, мы не успели записать. Выстрел мужчины. Запускайте хэштег в социальных сетях. Выстрел мужчины. Просто, да, просто, вот это выстрел мужчины, посмотрите. Заходите к электронику в его инстаграм, вот ссылочка. И под каждой фоткой пишите выстрел мужчины хэштегом. Все, я жду. Я найду кого-то из вас и подарю футболку. Да. Как мы вчера могли Тейлу проиграть? Ну, ничего страшного не произошло, у нас было право оступиться, и есть еще даже одна возможность такая, но, надеюсь, уже не сегодня. Сегодня уже оступаться не планируем. А что ты скажешь про команду VG Flash Gaming? В первую очередь китайцы очень хорошо стреляют. То есть их стрельба на уровне нашей, и нам придется как бы их обыграть в первую очередь за счет понимания игры. Ну и максимальной самоотдачи. Очень глупо просто молчать. Мы проиграли команде Тейлу, для всех это был шок, потому что... Когда? Проиграли реально? Ты можешь как-то прокомментировать вообще? Как третий раз проиграл. У нас подряд. Симпл третий раз Серьезно? проигрывает Тейлу в жизни. Правда? Simple. А ты вообще их обыгрывал? Да. Мы вроде их обыгрывали. А? Не подряд. Ну вообще третий раз вообще. Первый был на Дримхаке, они тогда выбили нас, Ликвидов и СК. Прикинь, СК, которые тогда всех... Они тогда мажор выиграли. Да, но они перед этим выиграли мажор, через неделю приехали, вылетели из группы. Второй раз StarLadder. Помнишь первый турнир за Нави? Ну что вчера произошло? Просто первая игра, такое бывает. Ну да, все будет хорошо, я уверен. Проиграли, такое случается. Тайлу молодцы. Мы не молодцы. Вот. Но на самом деле у нас второе к ряду поражения от команд, которых мы изначально считали слабее себя. То есть мы думали, что они нам по зубам. И, возможно, в этом и наша проблема. Что То есть дали слабинку. Да, мы как бы с сильными противниками показываем гораздо выше игру, чем с теми, кто слабее нас. Вот. Либо это Тайлу так вот, и Ликвиды набрали такую невероятную форму, да, либо все-таки у нас какой-то есть психологический барьер. Но мы над этим вроде как поработали. Таких ошибок больше допускать не планируем. Какие турниры нас ждут дальше после Star Series? Насколько я помню, это Китай, правильно? Да, 4 Китай. июня вы вылетаете? Не-не-не, 11-го. 11 июня вылетаете. Элик сказал 4-го. Интересно, куда летит Элик? Домой 4-го. 4-го закончится StarLadder. Потом 11-го мы летим в Китай. 19-го возвращаемся, пару дней дома. Слетаемся на буткемп. С буткемпа полетим в Кёльн. Из Кёльна разлетаемся на пару дней по домам и планируем лететь в Америку. В Атланту, да? В Атланту, да. Последние минуты приготовления команде VG Flash Gaming. Если честно, первый раз такую команду слышу. Сейчас посмотрим, как они сыграют с нами. Егор, что можешь сказать о китайских коллективах вообще? Не очень хорошо стреляют. Стреляют хорошо? А тактика? Нет, Просто как мясо хорошо стреляют, правильно? не как мясо, но хорошо То есть ты не говоришь, что китайские коллективы это мясо? Everybody's ready for the takedown.
Дал флеш на ковров. Я между. Кто из них? Смотрю. Я взял джангл. Ям. Ты что под коврами? Ребят, победа на первой карте со счетом 15-8, и мы идем дальше. Красавчик. Красавчик. Проблема? Да, можно. Проблема? No проблема. I think it no проблема. Как раз с Эликом обсуждали, что сейчас наш пик — это карта Train. Одна из самых сильных наших карт, как сложилось исторически. Поэтому проблем быть не должно. Надо закрывать эту игру 2-0 и двигаться дальше. Сейчас понаблюдаем за второй игрой. Я надеюсь, этот день закончится. Уверенная победа над командой VG Flash Gaming. И мы идем дальше. Ребята довольны, ребята настроены. Эдвард улыбается. Посмотрите. Доволен и капитан команды Данила Зевс-Тесленко. Сегодня команда действительно показала неплохую игру. Забрала свой пик, а также не отдала пик противника. Спасибо, что были с нами. С вами были Алексей Костылев. Да, хотим, конечно. У меня тоже есть свое мнение. У меня есть тоже свое мнение. Просто вот говорят о том, что вот как так, там какой-то хайп, типа какие-то претензии, много пишут нехороших комментариев наши фаны или просто там какие-то люди со стороны по поводу нашего проигрыша команде Тайлу. Да, бесспорно, по типа как бы там рейтингу и там по игре, может быть, где-то мы там действительно сильнее, и мы должны были выигрывать этой команды. Но я так вот почувствовал такую маленькую деталь о недооценке китайских команд. Смысл в том, что команды китайские сейчас очень сильно набирают обороты. Я об этом говорил еще год назад, когда те же Тайлу или какие-то китайские коллективы уже прогрессировали. То есть они как бы безумные в плане как бы задротства, потому что они реально играют, насколько мы знаем, там по 15-20 часов. И у них большая мотивация выйти на как бы вообще на топ-уровень. Они никогда в CSGO ничего вообще не показывали. У них только вот сейчас начинаются какие-то результаты. И на самом деле, если посмотреть за ними там демки, да, то они видно, что они много учатся, видно, что они прогрессируют, они берут, они как бы находятся в тенденциях КС. То есть они не просто там засели у себя в Китае, не понимают, что происходит, приехали такие сян-сян и всех поубивали. Видно, что они работают, и у них есть хорошие тактики. Из-за того, что они не играют с топовыми командами браки, у них нехватка, в первую очередь, розыгрыша ситуации после размена. И это действительно проблема. Но, они выигрывают за счет какой-то безумной стрельбы, за счет жесткой мотивации, желания. То есть, и они реально, те же Тайлу, достойно выступили в Австралии и проиграли в полуфинале. То есть команда набирает обороты. И поэтому говорить прямо какой ужас, что им проиграли. Да, мы вчера сыграли плохо, был не наш день, и это факт. Чуваки как бы реально, наоборот, надо
как бы радоваться, что целый большой, огромный китайский регион как бы присоединяется и в киберспорт, и особенно в КС. Чем они будут лучше играть, тем больше у них будет армия фанатов, и тем больше, может быть, будет каких-то приходить интересных компаний, которые могут, допустим, как AliExpress, да, которые проводят ВЭСГ, да, то есть чемпионат мира с очень самым большим призовым в мире вообще. То есть, может быть, они первые какие-то, кто будет проводить вообще там самые крупные турниры и дальше. И поэтому я считаю, что это круто, что китайцы выходят на уровень и игры, и вообще, в принципе, они везде сейчас уже летают, они уже набирают очки в рейтинге, они уже становятся топовой командой. Да, пока им это тяжело все дается. Если там полгода назад, год назад мы могли сказать, там, так, китайцы, то сейчас как бы на ТУ уже, ну, они уже как бы способны обыгрывать средние и выше средних команд. И самое главное, что через, получается, 2 недели мы летим в Шанхай, в Китай, кстати. Вот, поэтому, ну, короче, вот как-то так. Ладно, мы движемся дальше. Даня Зевс, Алексей Костылев, мы движемся дальше. Даня, спасибо за интервью.